Потрясающий результат по адаптации орхидеи в новых условиях и инициации ее цветения за 21 день. Реально ли это? В сегодняшнем видео вы обязательно узнаете это. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодняшнее видео ответит на множество вопросов, которые чаще всего задаются в комментариях. Сегодня вы увидите и пересадку орхидеи, и ее адаптацию, и результат этой адаптации всего за 3 недели, 21 день. Лист орхидеи трескается по центральной жилке. Почему? Что растет в горшках ваших орхидей и как это подсадить? Чем проделать такие ровные и красивые отверстия в горшках орхидей? И зачем это нужно делать? Наступила осень, похолодало. Вы до сих пор опрыскиваете свои орхидеи? Зачем? На эти и некоторые другие вопросы ответит сегодняшнее видео. Обязательно смотрите его внимательно и досмотрите до конца. Ровно 3 недели назад, 7 сентября 2022 года, на этом канале вышло видео, которое называлось «Огромная посылка с орхидеями». Посылка с секретом. Отправитель посылки пожелал остаться неизвестным. Посылка преодолела путь ни много ни мало в 10 тысяч километров из Санкт-Петербурга во Владивосток. Если вы не смотрели распаковку этой посылки и если вам интересно, ссылку на это видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Героем сегодняшнего видео будет выступать фаленопсис с торговым названием Strawberry Cake или клубничный торт. Фаленопсис голландской селекции с очень интересной судьбой. Орхидея была приобретена в Москве в феврале 2022 года цветущей. В силу неизвестных нам обстоятельств первой владелице орхидея разонравилась, и она решила ее выбросить. Да-да, выбросить. Меценат нашего канала, которая и прислала мне орхидею, не позволила первой владелице это сделать, и в начале мая 2022 года забрала эту орхидею из Москвы в Санкт-Петербург. Таким образом, орхидея прожила в Москве 3,5 месяца, в Санкт-Петербурге 3,5 месяца и через 7 месяцев переехала жить на ПМЖ во Владивосток. Орхидея приехала в посылке с открытой корневой системой, то есть в горшке находилась без субстрата. Посадку этой орхидеи, как и множество других, я производила классическим для себя способом. И это посадка в прозрачный пластиковый горшок с огромным количеством вентиляционных отверстий и на фитиль. Чем и зачем проделывать в стенках горшка огромное количество вентиляционных отверстий? Этот вопрос по-прежнему часто встречается в комментариях. Я для этих целей использую обыкновенный паяльник, а сегодня покажу вам еще один прибор, с помощью которого можно сделать отверстия разных диаметров в горшке орхидеи. Итак, если вам нужны стандартные отверстия, как у меня, то можно использовать стандартное жало паяльника, то самое, на которое я сейчас указываю палочкой. Если же у вас более влажный климат и вы хотите получить отверстие большего диаметра, вы можете открутить от паяльника вот этот болтик и удалить жало. И тогда вы будете делать отверстие гораздо большего диаметра, около 1 сантиметра.
Я делаю такие большие отверстия в горшках в случаях содержания орхидей в мху, когда им нужна дополнительная вентиляция. Если же паяльника в вашем хозяйстве нет, вам может помочь прибор для выжигания или обыкновенный клеевый пистолет. Для того, чтобы воспользоваться клеевым пистолетом в целях создания отверстий в стенках горшка орхидеи, вам потребуется снять вот этот красный пластиковый наконечник. Разогрев клеевый пистолет, вы сможете сделать отверстия в горшках самого разного диаметра, от маленького до большого. Для чего нужны отверстия по стенкам горшка? Они нужны для того, чтобы орхидея могла развиваться в соответствии со своей физиологией. Как известно, орхидея относится к эпифитным растениям, а это значит, корневая система орхидеи способна не только фиксировать ее в пространстве, не только поставлять листовой массе воду и питательные вещества, но и осуществлять функцию дыхания. Именно для того, чтобы корни орхидеи могли полноценно дышать в посадке, именно для того, чтобы веломен корня орхидеи не портился слишком быстро, мы и проделываем в горшке орхидеи огромное количество вентиляционных отверстий. В качестве основного компонента субстрата для посадки орхидеи я использовала, как всегда, кору хвойных пород деревьев. В кору я добавила резанный лесной мох. Мох предварительно никак не обрабатывался. Для того, чтобы максимально повторить прежний субстрат, я попросила владелицу орхидеи прислать образец субстрата, в котором орхидея росла ранее. В качестве дренажного слоя на дно посадки я использовала вымоченное кокосовое волокно. Фитиль я вывела односторонне к самому верху посадки. Смесью коры, мха и образца прежнего субстрата я засыпала орхидею по нижние листья. Предварительно, в день получения, я очень хорошо напоила орхидею, еще будучи с открытой корневой системой. Сразу после пересадки с новым субстратом в новой посадке я орхидею искупала под душем. Посадка завершена. Все это было сделано на следующий день после получения орхидеи в посылке. Итак, запоминайте состояние орхидеи в пункте отправления. Посмотрите, какого размера маленький растущий листик, корневая система и общее состояние растения. Давайте подытожим исходные данные посадки и общее состояние орхидеи на момент получения. Орхидея посажена в горшок диаметром 16 см и объемом 1,4 литра. Горшок прозрачный, посадка на фитиль. У орхидеи прекрасно развитая листовая масса, которая состоит из 10 листьев. При этом орхидея цвела всего один раз. Цветоносы орхидеи обрезаны слишком низко, без возможности пробуждения меристем. Один из цветоносов полностью засох. А теперь давайте попытаемся распознать, что хочет рассказать нам сама орхидея. В данном случае орхидея будет говорить с нами с помощью своей листовой массы. Посмотрите, как располагаются листья этой орхидеи и какой они формы. Я ранее рассказывала вам, что эпифиты бывают разными. Есть эпифиты гнездового или кармашкового типа, а есть эпифиты цистернового типа. Иначе их называют резервуарные эпифиты.
Эти эпифиты способны запасать воду от дождя или росу с помощью своей листовой массы, собирая воду в листовые розетки, как в чаше. И если мы пристально обратим внимание на листовую массу этой орхидеи, то мы поймем, что это растение очень водолюбиво. И теперь мы плавно подходим к вопросу, который волнует многих. Почему у орхидей трескаются листья по центральной жилке? Вот так. Причины растрескиваний могут быть самыми разными, от банального механического повреждения, как в данном случае, и до серьезного дисбаланса в посадке и уходе. По придуманным кем-то канонам, многие любители орхидей осуществляют посадку своих растений в крупные фракции коры, а затем поливают их по тем же кем-то придуманным канонам слишком редко. В результате дисбаланса в поливе орхидею очень долго не поливают, и за это время тургорное давление в листовых пластинах орхидеи заметно падает, а затем орхидею замачивают и надолго. Тургорное давление в листовых пластинах моментально и очень сильно повышается, и в результате этого листовые пластины не выдерживают и лопаются по центральной жилке. Если вы наблюдаете подобного рода травмирование листа сразу после покупки орхидеи, это может означать, что у производителя злоупотребляли использованием азотных удобрений для быстрого роста листовой массы растения. В таком случае в ближайшие полгода эту орхидею рекомендуется поливать исключительно чистой водой. Во время адаптации орхидее необходимо создать условия без существенных температурных колебаний. Ровные температуры с оптимальным температурным диапазоном от 18 до 24 градусов Цельсия. И если вы хотите, чтобы ваша орхидея адаптировалась дома за 3 недели и инициировала за это время цветение, без дополнительного освещения вам не обойтись, особенно в осенний период. Световой день в осенне-зимний период для орхидей должен по-прежнему составлять 12-14 часов в сутки. Моя орхидея адаптировалась с помощью светильника с цветовой температурой 6500 кельвинов и мощностью 36 Вт. Это самый простой бытовой светильник, который можно купить в любом электромагазине с ценой от 400 рублей. Зачем я продолжаю опрыскивание орхидей, когда температуры достаточно низкие? Какую цель преследую? Помимо активации С3 пути фотосинтеза, опрыскивание выполняет еще несколько очень важных функций. И прежде всего это функция закаливания орхидеи и активации ее иммунитета. Все как у людей. Закаляйся, если хочешь быть здоров. А вы знаете, что кроме этой крылатой фразы в этой песне есть еще одна? И звучит она так: от всех болезней, всех полезней солнце, воздух и вода. Если вы не так давно на этом канале, то я расскажу вам, что в период с 29 по 31 декабря 2021 года в моей квартире не было центрального отопления в результате аварии. Температуру в квартире удавалось поддержать в районе плюс 9, плюс 11 градусов Цельсия с включенным обогревателем. Температура за окном составляла минус 20 градусов Цельсия. Ни одна орхидея, закаленная с помощью водных процедур,
при температуре плюс 9 градусов, которая держалась 48 часов, не пострадала. Еще раз, медленно и по слогам. Не бойтесь температуры плюс 18 градусов Цельсия. Бойтесь плохого освещения орхидей в осенне-зимний период. Самые внимательные из вас уже наверняка обратили внимание, что сейчас на ваших экранах орхидея спустя 21 день после получения. И теперь мы можем подвести итоги трехнедельной адаптации орхидеи в моих домашних условиях и оценить результаты за 21 день. Начнем с корневой системы, которая за 21 день пришла в активный рост не только от ствола орхидеи, но и внутри посадки. Мы можем наблюдать не только рост апикальных кончиков корней, но и пробуждение меристемных почек на корнях орхидеи. Орхидея содержится на фитиле, поэтому корни орхидеи внутри посадки влажные. Я помню о повышенной водолюбивости этой орхидеи. Еще один очевидный результат, который невозможно не заметить, это растущий молодой лист орхидеи. Несмотря на то, что орхидее пришлось адаптироваться к новым условиям, лист продолжил свой рост и за 3 недели вот так вырос. Ну а сейчас на ваших экранах суперприз или супер результат адаптации и ухода за орхидеей за 3 недели. И это то, к чему стремится каждый любитель орхидей – новый цветонос. А это значит, что совсем скоро мы сможем полюбоваться цветением нового фаленопсиса в моей коллекции. А я продолжаю создавать для орхидеи наиболее благоприятные и оптимальные условия для роста и развития. Для этого я подселяю в ее посадку растения-помощники. Я просто насыпаю в произвольной форме деток каланхоэ дегримона или каланхоэ живородящего. Неоднократно замечено и мною, и зрителями канала, что с такими лекарственными помощниками орхидеи развиваются куда более стремительнее. В качестве лекарственного помощника можно выбрать не только детку каланхоэ дегримона. Я использую также толстянку, подорожник, а зрители канала писали в комментариях, что используют даже зубчики чеснока. Вот такой восхитительный симбиоз лекарственных растений и орхидей. И если в посадке вашей орхидеи уже растет лекарственный помощник, обязательно напишите в комментариях об этом и укажите какой. Новые корни, новый растущий лист и новый цветонос. Вот такой результат адаптации и содержание орхидей в моих домашних условиях всего за 21 день. И пока вы рассматриваете этот великолепный результат крупным планом, я напомню вам, что 19 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.